Публикация доклада Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о ситуации в оккупированной Китаем провинции Синьцзян ожидается в этом месяце. Она посетила Китай в мае этого года. В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что китайские власти оказывают давление на Бачелет, чтобы документ не был опубликован. Поездка Верховного комиссара ООН в Китай была вызвана необходимостью проверки многочисленных сообщений о тяжелом положении мусульман в так называемых лагерях перевоспитания, которые, по сути, представляют собой концлагеря. Джухия Ильхам, уйгурская правозащитница, дочь известного во многих странах пекинского экономиста и писателя Ильхама Тохти, автор статей о межкультурных отношениях между уйгурами, ханьцами и другими этническими группами. Женщина рассказала журналистам о детстве в Пекине, о деле своего отца и о правозащитной деятельности. Она родилась и выросла в Пекине, получила хорошее образование, но никогда не чувствовала себя наравне с другими одноклассниками. Когда я училась в средней школе, у кого-то пропал кошелек. Учитель, стоя перед классом, сказал: «Тот, кто украл кошелек, должен его вернуть». Все повернулись и посмотрели на меня. Хотя в те времена мой отец был не только профессором, но и бизнесменом, так что в финансовом плане наша семья жила неплохо. У меня не было никакой необходимости красть чей-то кошелек, но поскольку в представлениях большинства уйгуры это отсталые, безработные, малообеспеченные, необразованные люди, то все подумали, что наверняка это Джухия взяла чужой кошелек. По словам девушки, ей было 18 лет, когда в начале 2014 года она вместе с отцом должна была сесть в самолет, отправляющийся в США. Но китайские власти сняли Ильхама Тохти с рейса, а затем арестовали его. Несколько месяцев спустя он был осужден и приговорен к пожизненному сроку по обвинению в сепаратизме. С 2017 года о Тохти нет никаких новостей, после того, как родственникам запретили его посещать. Правозащитник выступал за равные права для уйгурского народа с 1990-х годов, боролся за создание адекватной инфраструктуры в Синьцзян-Уйгурском регионе, обращался к китайским властям с требованием не забирать все ресурсы плодородного региона. Понимаете, в Китае центр отнимает ресурсы уйгуров и отдает их в другие регионы страны. Рабочих мест нет. Больницы для ханьцев, школы для ханьцев. В борьбе с этой несправедливостью и заключается преступление моего отца. Джухия – координатор проекта по принудительному труду в консорциуме по правам трудящихся. В рамках проекта участники собирают данные о нарушениях прав трудящихся по всему миру. Обращаются к таким международным брендам, как Zara, Adidas, Target, Walmart, Nike, Urban Outfitters и пытаются заставить их принять на себя обязательства, которые не допускают соучастия западных компаний и брендов в принудительном труде. Результат работы проекта – недавно принятый в США закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, который запрещает ввозить в США товары, произведенные в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Если они хотят нажиться на уйгурском народе, то мы в ответ добиваемся принятия закона о запрете импорта из этой провинции. 84% хлопка в Китае производится в уйгурском регионе, а это 22% мирового производства хлопка. Когда эти товары будут заблокированы на границе, это повлияет хотя бы частично на китайскую экономику. Просто посмотрите на данные. В прошлом году объем производства хлопка упал на 41%. По данным неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch, за жителями Синьцзяна ведется постоянная слежка различными способами. Спасибо, дорогой зритель, за твой лайк и комментарий. Это очень важно. Если у тебя есть возможность, смотри нас через VPN-сервис. Реклама поможет монетизировать наш контент.